правда на это решилась? А вам не кажется, что это слишком жестоко? Да брось, она это заслужила. Разве она виновата, что запала на А с Майка? какой стати она на него вешается? Я просто защищаю Эми. Если он президент класса, это не значит, что он принадлежит всем. Нет, Эми, я ничей парень. Конечно, конечно, милый. Хана! Пришла? Майк. Майк? Это Ханна. Хана, Эй, кто это там? Папа сказал, на выходных мы одни. Джош! Джош! О, Господи. Ну что там опять с нашей наивной сестренкой? Ах, надо срочно вмешаться. Ну ты даешь. Да, братец, ты, как всегда, отличился. Твоя записка. рад, что ты пришла. То есть начать потихонечку. Ну, с поцелуев. А там как пойдет. О, да, детка. О, Господи, она раздевается. Что? Господи Боже! Мэтт? Что вы здесь делаете? О, Ханна! прости, Ханна, Ханна. нет, стой. Нехорошо Майк, вышло. просто такая глупая шутка. Черт. Вот вы подонки! Вы все! Хана! Джош! Джош! Черт! Ребят, там кто-то ходит. Что за хрень? Хана! Что такое? Куда это она пошла? Да она просто шуток не понимает. Мы просто пошутили, Ханна. Что вы сделали? Мы дурачились, Бэт. Ну, пошутили. Да вы дебилы! Ханна! Ханна! Ну, может, догоним? Знаешь что, Майк, тебе она сейчас вряд ли обрадуется. О, черт!
тебя, Ханна. Где ты? Ханна! Эй! Эй! Ханна! 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 Эй! Ханна, ты же замерзнешь совсем. Вот, держи куртку. Я такая дура. Идиотка. Ханна? Нет! Нет! Черт! Нет! Уйди! Черт! Нет! Держись! Держись! Прости меня!
Прежде чем мы начнем, послушай меня. Очень важно зарубить кое-что себе на носу. Никто не в силах исправить прошлое. Оно нам не подвластно. С этим надо смириться, чтобы жить дальше. Но это понимание также дарит свободу. Все, что ты делаешь, все твои решения открывают двери в будущее. Помни об этом, когда будешь играть в игру. Каждый твой выбор влияет на твою судьбу и судьбы тех, кто рядом. Итак, ты хочешь приступить к этой игре? Большой шаг. И я буду тебе помогать. Порой эти вещи бывают немного страшными, даже жуткими. Но не забывай, даже если ты влипнешь в совсем неприятную ситуацию, я всегда помогу тебе найти из нее выход. Ладно, начнем с простого упражнения. Пожалуйста, переверни карту и посмотри, что на ней за картинка. Опиши свои чувства. Только, пожалуйста, отвечай честно. Это очень важно для достижения эффекта. Итак, какие чувства вызывает у тебя эта картинка? Но только честно. Хорошо. Главное, честно. Так что же все-таки приводит тебя в трепет? Ясно, ясно. А давай представим, что пугала там нет. Ты сможешь в одиночку пробыть в таком месте долгое время. Ну, к примеру, неделю. Нет? Почему нет? А еще что-нибудь на этой картинке тебя пугает? Занимательно. Думаю, при следующей встрече мы сможем подробнее разобрать твои страхи. Сейчас пора заканчивать. Энни Клайн имела расследование.
Спасибо, что позвали. Скажите, удалось ли приоткрыть завесу над исчезновением девушек? Год назад сестры Вашингтон вышли из дома своих родителей в метель и больше не вернулись. Убийство? Официально нет. У нас есть один подозреваемый, но о его местонахождении ничего не известно. У него был старый конфликт с семьей Вашингтон. Требовал прекратить строительство, заявлял, что это священная земля его предков. На горе сохранилась старая психлечебница. Он может скрываться там. Мои люди обыскали тут все. Девочки не могли бы уйти так далеко. Трагедии не в первый раз случаются на этой горе. И не говорите. Спасибо за рассказ. Соболезнуем этой семье. Сыну Джошу спустя ровно год после таинственного исчезновения Ханны и Бет Вашингтон. Ну, здравствуйте, друзья. Так, нет, еще раз. Так, ну что, привет, мои друзья. Неимоверно счастлив видеть вас всех здесь год спустя. Для начала хочу сказать, что безумно рад поприветствовать всех своих дорогих друзей на ежегодных зимних каникулах в Блэквуде. Та-да! Что ж, давайте начнем, пожалуй, с самого, ну, как сказать, самого щекотливого вопроса. Вы все, конечно, переживаете за меня, и всем нам будет нелегко вернуться сюда после того, что случилось здесь прошлой зимой, но я хочу, чтобы вы знали, я очень ценю нашу решимость, и я точно знаю, Ханна и Бет оценили бы то, что мы до сих пор вместе и думаем о них. Я бы очень хотел, чтобы мы все здорово провели здесь время, и пусть эти каникулы будут незабываемыми. Ради моих сестер, ну, в общем, ладно, так. Короче, теперь мы оттянемся как порнозвезды. Поездка будет просто незабываемой. Готовы? Да! Что? Ну вот.
Привет, малышка. Есть хочешь? А? Красотка. Класс. Безумие. Ух ты, граффити на самом верху. Крис, ты здесь? Сумка есть, а где сам? Ты же не в сумке! Ну-ка, что тут у нас? Ага, какие люди. Здорово. Крис! Напугал.
Извини, ты моя секретарша? А, он звонил. Ну-ну. Спасибо, дальше я как-нибудь сам. О, кстати, я нашел кое-что любопытное. Что? Не скажу, сама увидишь. Идем сюда. А, куда? Тут близко. Ты обалдеешь. Да. Знаешь, довольно жутко снова возвращаться сюда. Точно. Я вот прямо сразу вспомнила все в подробностях. Та-да! Круто, а? Да! Ты смотри, какая прелесть! Прелесть, тут не совсем подходящее слово. Зачем это здесь? В смысле? А нафига устраивать стрельбище у подножия лыжной базы? Слушай, а ты знакома с отцом Джоша? Ну да. Ну, он типа большой охотник. Попробуешь? Давай лучше ты, ковбой. Ладно, начнем. Ух ты! Молодец, ковбой. Вот так, готов. Так будет с каждым. Не спеши задирать нос, просто новичкам всегда везет. Везение тут ни при чем. Ну, попасть в большую бутылку с такого расстояния может кто угодно. Неплохо. Вот так, получай! Эй, снайпер, ехать пора. У меня только начало получаться. Пошли, фуникулер подъехал. Джошу очень нелегко. Не знаю, как он вообще держится. Я бы сломался. Мы все должны приглядывать за ним. Он столько пережил, и он не из тех, кто способен попросить о помощи, понимаешь? Ого, глянь-ка. Класс! К нам явится самый опасный преступник страны? Кто-то явно так и думал. Да брось, большую часть года здесь никого нет. Полная тишина.
Странно. Заперто. Да. Джош просил держать ее на замке, чтоб никто не В влез. смысле? Кто не влез? Не знаю. Говорит, туда вроде бродяги забирались. Пипец. После вас. Какой джентльмен. Я думала, вагончик ближе. Ну, подождем. Теперь мне хоть понятно твое желание убить время на стрельбище. А сколько его ждать-то? Ну, гора высокая. Да. Днем она такая красивая, а ночью страшная, как спящий великан. Книжку издашь? Что? Стихи свои. Спящий великан Блэквудского леса. Выбрали же местечко для дома. Глупые богатеи. Да ну, богатей. Всего лишь гору. А? Наконец-то идешь? Ну, вообще-то я хотел остаться здесь и вздремнуть, но ладно. Как на выпускной едет? Поехали! Ура! Приключение! Ах, надеюсь, мы не пожалеем, Чего? что решили сюда приехать на годовщину. Джош просто загорелся идеей собрать нас всех вместе. Да, вот это уж точно. Я вообще никогда не видел его в таком восторге. Вот и хорошо. От него всего можно ждать. Я за него боялась. Да, это хорошая идея. Только бы остальные тоже так думали. Ну, мы же приехали. Спасибо. Гора с плеч. Знаешь что, давай не будем говорить о прошлом. Хорошо же едем. Да, точно, ты прав. Знаешь историю с Джошем? Нет. Окей, 3 класс. Джош сидел на задней партии, а я впереди. Мы вообще друг о друге не знали. Но сосед Джоша стал дергать сидевшую перед ним девочку за лямки лифчика. И учитель пересадил его вперед, а там сидел я. Ну и? А меня посадили назад, И? рядом с Джошем, вот и все. Мы познакомились и дружим. О да, рука судьбы. Если бы Джинни Смит не отрастила себе сиськи аж в 3 классе, если бы она не надела майку, из-под которой торчал лифчик, кто знает, ты бы ехала в этом вагончике одна. Вот так.
Ну, или вообще с кем-то другим. Бум! Эффект бабочки. Ой-ой-ой, кто-то приехал. Пойду поздороваюсь. Что за фигня? Джесс, эй! Джессика, сюда! Что-то я не понимаю, в чем тут прикол. Мы не можем отсюда выйти. Можешь нас выпустить? Пожалуйста. Охренеть! Я думал, нам конец. Еще 10 минут, и я бы начал грызть свою ногу. Ой, фу, Крис. У меня на костях много мяса. Там сплошные мышцы. Да, точно. Ага. Эй! Крис, Я следую урокам Сэм. Тайные мысли других для меня всего лишь источник развлечений. не будь свиньей. Вот это да! Вы посмотрите, кто-то втюрился в нашего хорошего друга и уважаемого президента класса Майкла Монро. Крис. И что же такого страстно-эротического может вообразить наша Джессика? Интересно. Дай сюда, придурок. Пусть народ узнает правду. Вот болван. А может, любопытным кумушкам не нужно совать в чужие дела свой нос? Ну, я стараюсь не совать, обычно. Да ладно, Джесс, расскажи нам. Мы умеем хранить секреты. Неважно. Рано или поздно узнаете. Ладно, ладно, нам уже пора идти к дому. Мне надоела вся эта природа и рухлядь. Да, вы идите, а я немного подожду здесь. Вдруг кто-то еще приедет. То есть Май? Что? В общем, ну, кто-нибудь. Ага. Сэм? Как тебе вид? Просто с ума сойти. Иногда хочется просто стоять и смотреть. Не понимаю, почему было не построить дом поближе к фуникулеру? Вряд ли тут он смотрелся бы... Так же красиво. И где носильщик, когда он так нужен? Меня трясет. Почти дошли. Я к тому, что немного страшно. А, да. Мы снова соберемся здесь, все вместе. Это будет мало похоже на вечеринку. То есть, ты думаешь... Господи! Ребята, Майкл! чума, вы бы сейчас себя видели. А если бы у меня сейчас рука дернулась? Класс. Майкл, ты свинья. Да ладно, мы же друзья, правда? Зачем ссориться? Это безобидная шутка. Мы же в лесу, в зловещем лесу. Давайте проникнемся этим духом. Проникнемся, серьезно? Ну ты кретин. Я пытаюсь поднять вам настроение. Не будь такой. Какой? Да такой, как сейчас. К тебе не подъедешь. Майкл, ты отвали.
Эмили и я, мы сейчас вместе, и так оно и будет. Второй раз повторять не буду. Ты меня понял? Я-то надеялся, мы это забудем. Но раз так, как скажешь. Майк, Нет, все отлично. Я пойду вниз по дороге и обещаю больше не валять дурака. Мир. Вроде он понял. в роли альфа-самца ты очень привлекателен. Черт. Что, А, ты не мог бы отнести это наверх? сумки? Да, только все сумки. А ты? Мне нужно найти Сэм. Ладно. Извини, мне правда нужно. Совсем забыла. Надо поговорить с ней до того, как мы придем туда. А потом нельзя? Почти пришли же. Это важно. Мэтт, пожалуйста. Ладно, иди. Раз это так важно, поработаю вьючной лошадью. За тобой должок. И еще чего. Тогда хоть спасибо скажи. Я подумаю. Будь осторожна. Увидимся наверху. Спасибо.